Рада приветствовать всех зрителей своего канала. Сегодня я хочу снять видео для новичков. Сегодня мое видео будет о том, как же начать вышивать. Сейчас я покажу с самого-самого начала и расскажу, какой набор лучше всего выбрать для первого своего набора, какой лучше вышивать, как вышивать, какие пяльца лучше подобрать. Начнем. Можно выбрать обычный, не нужно покупать какие-то большие проекты, большие наборы. Да, они вам, может, нравятся, но все-таки лучше попробовать самого маленького детского наборчика. Покупайте вот что-то наподобие вот таких вот наборчиков. Они недорогие. И сразу вам хочу показать, где можно ошибиться. И чтобы вы не сделали эту ошибку, вот есть такие детские наборы. В одних наборах есть органайзер, а в других нет. Одна и та же фирма, вот на примере фирмы Алиса. Здесь вам будет немножечко сложно, если вы никогда не вышивали, ничего общего не имели с вышивкой, вы не знаете, что и как делать, то вот такие наборы, где нитки одним мотком, лучше не покупайте. Купите набор, где есть органайзер, где все ниточки развешаны на органайзере. И вот такие вот есть пяльца. Есть пяльца разных размеров, деревянные. Я вам советую покупать деревянные. Есть пластиковые. Пластиковые не покупайте. Но есть вот такие вот пяльца. Вот они вроде как пластиковые, но они гнутся. Это пяльца фирмы Мадейра. Это самозапяливающиеся пяльца. Для первого раза, в принципе, не нужны такие пяльца. Эти пяльца подходят для мягкой канвы и для вышивки на равномерке. Самозапяливающие пяльца, они не смогут запялить вам канву жесткую. Вообще во многих наборчиках идет очень жесткая канва. Поэтому эти пяльца вам не пригодятся. Чтобы не покупать лишнего, есть вот такие вот пяльца. Они есть разных диаметров, начиная от 13 и заканчивая, по-моему, 25 или 30. Значит, есть вот такие вот маленькие для детского наборчика. Они, конечно же, подойдут. Но если вы планируете и дальше вышивать, то я бы вам рекомендовала взять стандартные пяльца 15, диаметр 15. Они подойдут, в общем-то, как и для большого, так и для среднего набора. Можно, в общем-то, справиться. На этих, конечно, для среднего набора будет сложновато вышивать на таких пяльцах диаметром 13 сантиметров. Вот такие пяльца приобретайте. Это пяльца Германия. Сразу покажу вам. Вот это, по-моему, Украина, производство нашего. Они мне не нравятся. Да, они, конечно, в 3 раза дешевле, но качество такое себе. Ну, как для первого раза можно и такие купить. Но если вы уже собираетесь вышивать, то лучше покупать хорошие. Это немецкие пяльцы. Они в районе 70 до 100 гривен стоят. И вам понадобятся ножницы. Ножницы любые. Есть ножницы как дорогие, да, так и более дешевые. Это специальные ножницы для вышивки. Они недорогие, я их заказывала на Алиэкспресс. Оставлю ссылочку в инфобоксе. И если уж совсем вы не решили, будете вы вышивать, не будете, обычные ножницы, какие у вас есть в доме, детские, можете купить любые, самые дешевые, можно даже маникюрными. Не надо для этого специально накупать безумное количество принадлежностей, чтобы попробовать вышивать. Вам понадобится вот такой вот маркер для того, чтобы отмечать вышитое на схеме.
Есть вот такой вот маркер, это для разметки на канве, но я вам сейчас покажу способ самый-самый простой для самых новичков, которые вот только-только взяли в руки наборчик и будут вышивать, и у которых по минимуму принадлежностей дома. Я вам покажу, как вышивать, начиная с середины и без разметки. Вот с чего же начать? Вы распаковали наборчик. Вот ваши нитки, схема и канва. В каждом наборчике есть иголка. Так, и вот такая вот схема. Схема в наборах Алисы идет цветная, цветосимвольная. Но бывают также и схемы черно-белые. Вот такие вот. В принципе, вы можете, чтобы особо не тратиться, вы можете распечатать с интернета любую схему. Вот, например, как это. С минимальным количеством, еще раз хочу вам напомнить, с минимальным количеством ниточек. Вот здесь небольшое количество ниточек. Вот смотрите, можно подойти в любой магазинчик и попросить, здесь идет анкоровские нитки. Если вы хотите недорогие нитки, вы можете перевести в DMC и купить СХС ниточки. Нитки DMC и СХС соответствуют по номерам. Приобрести эти ниточки или нитки гамма можете купить. В принципе, можно распечатать уже и схемку, чтобы не заниматься переводом, с соответствующими нитками, которые вы хотите купить. Либо гаммовскими, или из журнала любую схему можно использовать для первого раза. Ну, сейчас мы рассмотрим пример того, если вы купили маленький наборчик и хотите его начать вышивать. Как разбираться по схеме? Значит, вот у вас идут значки. Здесь указано, что вышивать крестом. Вот в этом столбике все символы, которые вы будете вышивать крестом полным. В этом столбике, вот всего лишь 1/3 номер по органайзеру, вы будете вышивать полукрестом. Смотрим дальше, какие есть дополнительные швы. Рассмотрим вот примеры швов. Это бэкстич. И посмотрим, если вот видите бэкстич в одну нить здесь указан. И вот, например, ниточка бэкстич, она сложена из 3 нитей. Эта ниточка сложена из 2 нитей. Смотрим по нашей схеме. Из 3 нитей, вот такая вот толстая линеечка. Вот она у нас на усах, если это будет видно. Вот. Усы мы вышиваем в 3 нити. Дальше смотрим. Вот такая вот толстая серая линия. Это вышиваем вот эти вот спицы мы вышиваем в 2 нити. 5-м номером. Вот. Смотрим на органайзере. Вот этим вот серым цветом 5-м номером мы вышиваем спицы. Далее смотрим вот тоненькие серые ниточки. Вот они также вышиваются 5-м, но в 1 нить. И также касается это и следующих обозначений. Дальше что мы продолжаем делать? Мы берем нашу канву. Смотрим, как же у нас тут размещение. Размещение будет вот так. Правильно? Правильно. Потому что у нас идет вот, она не квадратная, а прямоугольная, 13 на 12 сантиметров. Теперь мы берем нашу ткань и складываем ее пополам, чтобы было ровненько. Вот, складываем ее пополам. И еще раз складываем пополам. Таким образом у нас появляется
серединка. Если у вас есть вот такой вот маркер, вы можете отметить серединку точечкой. Но если нет, это тоже не беда, она будет видна. Итак, вот. На каждой схеме обозначена середина. Вот такой вот пунктирной линией. Вот, как видите, серединка у нас вот здесь. На значке крестик. Мы можем начать вышивать с этого значка. Можем начать вышивать с единички, со значка единичка. Можем начать с крестика. Можем начать вот с решеточки. Это уже как вам будет угодно. Начинаем мы вышивать с крестика. Смотрим мы по схеме. Крестик — это у нас 5-й номер. Берем свой органайзер. Вот он. 5-й номер. И берем ниточку. Возьмем иголку. И вот так вот поддеваем ниточку одну. И вот так легонечко тянем и вытаскиваем одну нить. Мы складываем ее вдвое. Я вам покажу, как сделать закрепку с помощью петельки. Складываем ее вдвое и вдеваем в ушко, либо с помощью нитковдевателя, если у вас такой есть, или просто вот. Все, ниточка у нас готова. Нам остается запялить нашу канву. Мы берем пяльца. И что мы делаем? Мы запяливаем нашу канву. Вот этот винтик, он должен быть сверху, для того, чтобы вы не путались потом, где у вас верх работы. Верх работы у вас будет означать вот этот винтик. Потому что если вы вышьете 2-3 крестика, вам потом все-таки надо будет покрутиться, поискать, где же у вас все-таки верх, где низ. Для того, чтобы не путаться, всегда запяливайте вот таким вот способом. Вот запялили, подкрутили винт. Для того, чтобы было плотненько зажата канва. Потянули вот так вот канву в разные стороны, чтобы была натяжка. Все. Ваша работа готова. Сейчас мы начнем вышивать. Так как эта схема немножечко глянцевая, я сделала себе обычную цветную копию. И на этой копии мне будет легче отмечать маркером. И начинаем вышивать. Беру иголку, смотрим на схему. От середины, вот у нас первый крест. Вот у нас серединка. И в верхнем уголочке у нас идет первый крестик. Мы начинаем его вышивать. Вот наша серединка. Соответственно, здесь мы сделаем первый свой крестик. Можно вот так вот сделать, переворачивая свою работу. Перевернули. И вот у вас образовалась петелька. Вы продеваете иголочку в петельку. Все, закрепка готова. Дальше накрываете крестик. Вот так вот. С другим цветом нитки я вам покажу, как сделать закрепку, не переворачивая свою работу. Дальше по схеме
у нас идет крест. Смотрите, идет выше один. И выше вот этого крестика еще 2. Что мы и делаем? Мы продолжаем по схеме вышивать. Я вышиваю с правого верхнего угла в нижний левый. Запомните, что все крестики у вас должны быть в едином направлении, должны быть накрыты. Либо если вы вышиваете вот с правого верхнего, то потом крестики должны быть накрыты с левого верхнего в правый нижний угол. Всегда они должны быть накрыты вот таким вот способом. Потому что если вы будете постоянно менять направление нити, вы сначала будете начинать, например, вот с левого верхнего в нижний, потом накрывать с правого в нижний, и у вас получится не очень хорошая картинка. Всегда все кресты должны накрываться в одном направлении. Закончили, и дальше по схеме у нас шел еще крестик сверху. Сверху было 2 крестика. Более подробное видео, как делать крестики, я вам оставлю информацию в инфобоксе, и в правом верхнем углу будет ссылка на мое видео. Вы сможете еще более подробно посмотреть, как делать сами крестики. Сейчас я вам показываю, как работать со схемой, как работать с первым вашим наборчиком. Дальше мы смотрим, что этот значок у нас, в общем-то, больше пока не встречается. И вот здесь вот мы видим, у нас есть еще 2 значка этого цвета. Мы должны посчитать, куда же нам идти. Мы считаем 1, 2, 3, 4. 4 крестика вправо и 1, 2, 3 и 3 вверх на 4. Считаем 4. 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3 на 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 и на 4 мы выполняем протяжки. Вот такие вот протяжки допускаются. Я делаю, если они не больше 1,5 сантиметра. Больше 1,5 сантиметра я протяжек не делаю. И делаем крест. По схеме у нас идет 2 крестика. Мы идем в верхний правый угол и делаем еще 1 крестик. Дальше смотрим, берем нашу схему и смотрим, что дальше. Мы отшили с вами этот крест, этот и вот эти 2. Сейчас мы хотим продолжить этот знак. Вот он у нас. И мы продолжаем. Мы должны посчитать, сколько у нас вправо и вверх. Вправо у нас 1, 2, 3, 4 крестика, и вверх 1, 2, 3 на 4. Значит, мы продолжаем. Мы считаем 1 крестик, 2, 3, 4 и вверх 3. 1, 2,
3. Все, на 4. И отшиваем крест. Протяжки вот такие вот я допускаю не более 1,5 сантиметров. И если это на самой работе, вот, например, смотрите, если протяжки вот в котике, то я это допускаю. Если же, например, вот вы вышиваете одним цветом, вот желтеньким, и потом вот здесь вот вы видите такой же желтый цвет, с этого места вот сюда протяжка не допускается ни в каком случае, потому что вот здесь идет чистое, незашитое пространство, и здесь будет видна ваша протяжка. Вот, как видна она сейчас вот здесь. Но здесь будет все зашито впоследствии, и этой протяжки видно не будет. Также вот на этом примерчике, на этом наборе я вам покажу, что вот эти все крестики, они вышиваются отдельно. Вот вы закрепляете, вы не протягиваете вот с этого места сюда, вот, например, сюда, потом сюда пошли, сюда, отсюда в это место. Вы таких протяжек не делаете ни в коем случае. Если есть пространство не зашитое, протяжки недопустимы, потому что все эти протяжки будут у вас видны, и это будет очень-очень некрасиво. Даже один крестик вы должны вышить, я вам покажу, как это сделать, с закрепкой вот в одном месте, чтобы нигде не было протяжек. Я вам покажу, как это сделать. И продолжаем. По схеме у нас было 2 крестика. Для того, чтобы ваши крестики были ровные, можно использовать вот такой вот метод. Метод рельсы. То есть вы протягиваете между 2 ниточек свою иголку. И тогда ниточки ложатся ровно. Если вы уж хотите совсем идеальные крестики. Вот вы протаскиваете иголочку между 2 ниточек. Вот так вот. Показываю вам медленно, чтобы вы смогли запомнить. Все. Мы сделали. Дальше. По нашей схеме что мы видим? Что наш значок появляется еще и здесь. Мы считаем 1, 2, 3, 4, 5 крестиков. 1, 2, 3, 4 на 5. И продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5. И идем вверх. 1, 2, 3, 4 на 5. Мы делаем 2 креста. Вот такое бывает, случается. Вы расправляете. Ничего страшного. Так вот. И еще один крест. И мы эту ниточку оставим. Так как дальше мы возьмем другой цвет ниточки. Вот я выведу свою иголочку с ниточкой в правом верхнем углу. И вот так вот я закреплю ее на ткани. Вот. Для того, чтобы хвостик, сейчас я вам покажу, вот так вот, закрепила. Для того, чтобы хвостик не попадал на изнанку, чтобы этот хвостик случайно не пришить впоследствии. И мы, конечно же, необходимо вам обязательно проверить, правильно ли вы вышили. Вы берете свою схему и еще раз контролируете, правильно ли вы пришили. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
Вы считаете 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Все правильно. Точно так же и в этом месте. Если все верно, вы берете свой маркер и отмечаете, что вы вышили. Вы вышили значки, вы их отмечаете. Те значки, которые вы вышили. Вот так вот. Можете любым цветом, красным, каким вам удобно. Я люблю салатовым отмечать. Дальше по схеме мы возьмем единичку, например. Возьмем вот этот вот цвет. По схеме смотрим, что это у нас. У нас это белый цвет. Вот мы нашли одну ниточку, взяли на иголочку и легонько тянем. Все, мы вытащили. Я вам сейчас покажу, как сделать закрепку, если у вас нет петли. Вот, например, короткая ниточка у нас идет. Вот мы вытащили 2 ниточки. Видите, на конце петли у нас нет. Что мы делаем в таком случае? По схеме у нас единичка. Вот она. Я начну не вот с этой единички, а начну вот с этой. Мне так удобнее двигаться. Сейчас посмотрите почему. Я с этой единицы начну. Обычно я иду полукрестом в эту сторону и возвращаюсь, закрываю. Но так как здесь идет единица, как мы видим, вверх, вот она идет, поэтому мне логично будет, если я эти единицы сразу же буду вот эти крестики закрывать. Значит, мы считаем сейчас от этого крестика 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нужно отступить. Вот мы считаем с вами от второго крестика. Вот он. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По схеме нам нужно сейчас отшить 4 креста. Что мы сейчас с вами будем делать без петельки? Сейчас я вам покажу, что мы делаем. Вот. Что у нас происходит на изнанке. Когда вот кончик остается совсем маленький, мы придерживаем этот кончик пальцем и делаем крест. Жалко, конечно, что у нас сейчас по схеме именно белая нить, а не, например, красная, ее плохо видно, но ничего. И закрываем, придерживая пальцем с той стороны, с изнанки. И закрываем крест. Как видите, вот наш крест, он закреплен петлей. Дальше продолжаем несколько крестиков для того, чтобы надежно закрепить ниточку. Нам нужно сделать 4. Вот еще вам сразу покажу, хорошо, что так получилось. Бывает, вот так вот запутывается ниточка, вот таким узелком. Вы смотрите, переворачивайте часто свою работу, потому что может оказаться так, что вы уже прошили и зашили крестиками большой узел. Вам придется все это распустить, соответственно, распустить узел и дальше продолжать. Вот вы устраняете узел и продолжаете. Мы продолжили. Видите, ниточка у нас закреплена, и мы можем обрезать кончик. Вот. Хвостик. Мы его обрезаем, убираем с работы. Все. Наша нитка закреплена. Мы продолжаем дальше. Нам необходимо было сделать 4 креста.
мы делаем 4 крестика. Вот так вот. Закрываем. И дальше у нас по схеме идет внизу влево еще один крестик. Мы идем, значит, по схеме мы двигаемся правильно, читали мы все правильно. Мы делаем еще один крестик. После чего будем делать свое движение вверх по схеме. Все, отшили. Сразу вам покажу. Вот на схеме мы отмечаем то, что мы отшили. Я вам сразу покажу, что мы отшили, как мы отмечаем, потому что на первых порах вы, конечно, я сейчас схемы вообще не отмечаю, такие маленькие, но вам это нужно будет делать на первое время. Вот, вы отметили то, что вы отшили. Дальше мы будем 1, 2, 3, 4 единички по схеме у нас идет. Продолжаем свою работу. И делаем 4 полукреста, и потом будем накрывать их. То есть мы идем в левую сторону, делаем полукресты. И теперь будем накрывать с верхнего левого в нижний правый. Накрываем. Сразу вам говорю, крестики не нужно делать очень слабыми, но и не нужно их сильно затягивать. Делайте умеренную натяжечку такую крестика, но не нужно затягивать так, чтобы дырочки в конве становились огромными. Так затягивать крестики не нужно. Есть такие вышивальщицы, которые так вышивают. Потом очень сложно переучиться. Дальше по схеме. Я вам сразу буду показывать, что мы отмечаем. Так вам легче будет воспринимать. Что мы вышиваем, сразу будем отмечать. Вот. 4 символа единички мы отшили белым цветом. Дальше мы должны продвинуться 1 крестик вправо и 3 прошить. Дальше мы будем сразу накрывать крестики, так как нам возвращаться нет необходимости. У нас идут уже дальше значки вверх, поэтому мы сразу будем накрывать свои крестики. Продолжаем свою работу. Вправо отступаем на 1 крестик. И отступили вправо и делаем 3 крестика, сразу же накрывая их. Сразу накрываем. Так, это мы выполнили. 3 крестика готово. Вот они на схемке. Мы их сейчас отметим. Вам так часто не нужно отмечать, вы можете отмечать уже, когда отошьете вот этот кусочек весь. Я вам сейчас-то показываю, чтобы вам легче было это воспринимать.
Дальше мы отступаем на один крестик влево и делаем, вышиваем свой символ по схеме. Отступаем, вышиваем еще один символ. Так, все готово. Отмечаем. И что мы делаем дальше? Вот у нас идут 3. Нам нужно 1 пропустить и подняться вверх. И 3 креста сделать вправо. Что мы сейчас и сделаем. Пропускаем 1 крестик. Вот он. Мы его пропустили. И вышиваем 3 креста вправо. Вышили 3 креста. Готово. Дальше у нас по схеме идет 1 крестик вверх. Сейчас я вам все покажу. И 1 крестик вправо вверх. Так, смотрим. Вот что мы отшили. 3 креста влево, вправо, 1 вверх, и вот еще вверх 1 вправо. Дальше, что мы будем делать? Вот у нас еще 2 единички, мы сейчас их отошьем. 2 креста мы пропускаем, на 3 сделаем символ. Единичку вышьем, сделаем крестик. 2 мы пропускаем, 1, 2, на 3 сделаем крест. И как вы помните, крест у нас был влево, вверх 1. Все, этот символ мы временно оставим. Точно так же я выведу иголочку. Вот. Хочу вам сказать, что если у вас в дальнейшем по схеме этот значок уже появится не скоро, так как у нас вот он рядышком, но если он по схеме у вас больше появляться не будет, вот в расстоянии там 2 сантиметров, тогда вам целесообразно обрезать нить, ниточку одеть обратно на органайзер, чтобы не потерять потом, и продолжать дальше вышивать. Что мы дальше будем с вами вышивать? Вот мы возьмем вот этот вот значок и вышьем его. Смотрим, что у нас по схеме. Это 11. Смотрим, что же у нас вот 11 цвет. И возьмем ниточку одну. Сейчас я вам покажу, как сделать петельку, не переворачивая, как сделать закрепку петелькой, не переворачивая своей работы. Одеваем ниточку в иголочку любым способом или самым простым, как все умеют, да? Или же
с помощью нитковдевателя. Мы вдели ниточку в иголочку. Вот у нас этот значок от единички, вот этого белого цвета, от этого значка. Мы отступаем вправо на одну клеточку и вышиваем 2 символа. Пропускаем один значок, еще 2. И идем вверх, еще 2. Вышиваем в левый верхний угол. Показываю, как мы будем все это делать. Вот, значит, если мы делаем закрепку на лицевой стороне. Вот у вас петелька. Вот, вы продеваете иголочку в петельку. Вот у вас закрепка. Ее нужно спрятать. Иголочку в нижний левый угол. И закрепка. Вот так у вас спряталась. Все. Она уже на изнанке. И работу переворачивать вам уже не нужно. Мы будем сразу закрывать. Вот так вот отшиваем. 2. Сразу закрываем крестики. Нам нужно было по схеме вышить 2, пропустить 1 крестик, отшить 2 и потом еще 2 в верхнем левом углу. Мы отшили. Теперь идем в верхний угол, левый, отшиваем, там 2 крестика, так, и закрываем. Вы должны сами смотреть, как вам удобно идти сразу закрывать кресты или же полукрестами, смотря как у вас идет по схеме символы. Это вы уже со временем поймете. Дальше можно было бы не обрезать ниточку, так как у нас вот этот символ идет вот здесь. Но я хотела бы вам показать, как сделать один единственный символ. Если вам на примере необходимо сделать вот такие вот крестики, и вам не нужно делать протяжек. Вот сейчас я вам покажу, как это нужно сделать. Сейчас мы вам обрежем ниточку. Сейчас я покажу, как сделать закрепку с этой стороны, с изнанки, как закрепить нить. Мы продеваем иголочку через несколько крестиков. Я надеюсь, это видно. Вот так вот. Все. Вынимаем. Притаскиваем. Так, все. И сейчас мы обрежем.
И сейчас я вам покажу, как сделать одинарный крестик. Вот у нас верх работы, опять-таки напоминаю. Смотрим, где у нас верх, где низ, чтобы ничего не перепутать. Смотрим на схему, где у нас идет вот один значок возле единичек. И что мы делаем? Это я вам показываю пример, если бы нужно было просто сделать одинарный крестик где-то вот в чистой области, где не будет больше зашивки. Вот, вы закрепляете. Вот, оставляете маленький-маленький хвостик. Придерживаете пальцем и делаете крест. Так. Смотрите, чтобы вы захватили. Вот видите, ниточка выскочила. Вы ее придерживаете еще разок пальцем. И все. Вот у вас закрепка получилась. Этот хвостик нужно будет обрезать. Все, закрепка получилась. И так как у вас один крест, его нужно как-то закрепить теперь ниточку. Что вы делаете? Мы могли бы, если бы мы продолжали дальше работать, и это полностью зашивалось, закрепить за любыми другими крестиками. Но так как мы рассматриваем пример одинарного крестика, где-то в области канвы чистой, без зашивки, мы закрепляем вот таким вот способом. Продеваем то, что есть. И еще раз продеваем так вот, чтобы закрепить ниточку. Все. И можно обрезать. Все, этот крестик у вас не распустится, вы не переживайте. Все. Вы закрепили. Вот так вот получилось у нас все. Дальше по схеме, вот он повторяется, этот символ, через 2 клеточки. Значит, 2 клеточки вверх нам нужно отступить. 1, 2, на 3. Мы делаем опять-таки закрепочку. Вот так вот. Все, оно закреплено. И продолжаем по схеме. Вверх. 2 крестика. И закрываем крестики. Еще 2. И 1 сверху. И заканчиваем. Вот у нас по схеме еще 1 крестик. Вот, переворачиваем нашу работу и делаем закрепочку. Вот. Все.
И обрезаем наши ниточки. Так. Все, мы ниточки обрезали, все закреплено. И сейчас отметим на схеме. Все, что мы отшили, мы отметим на схеме. Отмечаем то, что мы отшили. Букву D. Все отметили. Так, и теперь я вам еще раз покажу, как сделать закрепку с помощью петли и как сделать закрепку без петли. Вот на вот этих вот глазках мы сейчас вышьем черным цветом вот эти глазки. Протяжек таких длинных быть не должно, поэтому мы сделаем закрепку с помощью петли вот здесь на этом глазике, и на левом глазике вот здесь вот с левой стороны мы сделаем уже закрепку, если в том случае, если у вас нет петельки, а 2 ниточки просто. И еще хочу вам сказать, какую, хорошо, что я сделала эту ошибку, будет вам что объяснить и показать. Вот, если вы помните, единичку мы отшивали белым цветом, сейчас этот цвет серый. Я ошиблась по схеме, с вами такое тоже на первых порах будет, в общем-то и не на первых, такое бывает. Я ошиблась, так как я смотрю через камеру, и единичка это вот значок точечка, это белый цвет, а сама единичка это знак 2. А по нашему вот планшету, по нашему органайзеру, вот это светло-серый цвет. Я его заменила и уже отшила. Так что, если вы ошибетесь, ничего страшного, вам нужно будет распустить этот цвет и вышить те места, где вы ошиблись, по-новому. Значит, сейчас я вам покажу, как мы сделаем закрепочку еще раз. Начинаем. Взяли мы черную ниточку для глаз. Сложили мы ниточку в 2 раза, чтобы у нас образовалась вот такая вот петля. И сейчас сделаем глазик. По схеме у нас черный цвет начинается под серым, под знаком крестик. Я вам сейчас покажу, как это сделать на лицевой стороне еще раз. Иголочку вкалываем в нижний угол, левый, и петелька у нас остается сверху, на лицевой стороне. Выводим в правом верхнем углу и заводим иголку в петлю. Все. И нужно вот эту вот петельку спрятать в нижний угол. И тянем за ниточку. Все, петелька спряталась. И закрываем свои крестики. Нам нужно сделать всего лишь 3 крестика. Делаем 3 крестика. И никаких протяжек. Мы обрезаем ниточку, переворачиваем нашу работу, закрепляем, заводим под существующие крестики ниточку. Все, завели и обрезали. Все. Дальше у нас по схеме черный глазик. Нам нужно здесь отсчитать от знака D. 1, 2, 2 крестика, 1, 2 на третьем. Что мы сейчас и сделаем. 1, 2, отсчитали, и 1, вот 1, 2 на третьем. Так. Переворачиваем работу, оставляем небольшой хвостик, придерживаем его пальчиком и делаем закрепочку.
сразу 2 полукрестиками. Переворачиваем, смотрим, все ли у нас в порядке. Одна ниточка выскочила, поправляем и закрепляем. Все, закрепочка сделана. Делаем еще один полукрест. И закрываем. И вверх у нас еще один крестик. Глазки готовы. Делаем закрепку нитки. Проводим под существующими крестиками. Вот так вот. Все. И обрезаем ниточку. Вот так вот. Все. Все готово. Глазки у нас готовы. Здесь, конечно, сложно пока понять, что это глазки, но в дальнейшем вы увидите результат своей работы. Я думаю, что достаточно понятно, я объяснила все. Если есть такая необходимость, и вы хотите, чтобы я сняла вторую часть, я немножечко отошью и покажу вам, как двигаться в нижней части схемы. Например, вы уже поняли, как идти вверх. То вы мне напишите, я вам сниму вторую часть этого видео. Ну, это если есть необходимость, если вам что-то еще осталось непонятно. Так что вы не бойтесь, вы пользуйтесь. В каждом наборчике вышивайте, в каждом наборчике есть вот такая вот схема. Старайтесь покупать наборы действительно от нормальных производителей, потому что есть много разных сейчас подделок, где даже нет схемы. В каждом наборчике есть схема, где указано, как вышивать в одну нить, в 2 нити, в 3, как делать полукрест, направление работы, вот, как делать крест полный, как закреплять, вот изнаночная сторона. Так что вышивайте, не бойтесь. Надеюсь, мое видео принесет вам пользу и удовольствие от просмотра. Желаю вам хорошего настроения. До скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока!